Доброе утро! Вас приветствует утренний отбор Дарвиновского музея. Сегодня я расскажу вам про две сенсации в рамках большого проекта «Красная палатка», как вы помните. Сегодня я расскажу, как погиб Мальмгрен, последние версии, а гибель его овеяна тайной, довольно мрачной. И второе – это предательство Нобеля. Был ли Нобель предателем? И что было причиной его странного поступка, когда он первым согласился покинуть Красную палатку? Я напомню, на чем мы остановились в прошлый раз. Весь мир знает о том, что экспедиция Нобеля потерпела аварию, сейчас терпит бедствие, и разделена она на три группы. То есть первая группа – 6 человек, которые улетели с оболочкой дирижабля и находятся неизвестно где. Группа Красной палатки, там было 10 человек, которые находятся где-то на льдине, и их положение пока тоже неизвестно. И третья группа – это группа Мальмгрена, так называемая, 3 человека, которые вот из этих 10, один из них сразу же погиб, то есть их уже 9, вот эти трое, решили пешком отправиться к земле, чтобы, не для того, чтобы спасти свою шкуру, не подумайте плохого, для того, чтобы найти людей, чтобы спасти всех остальных, потому что связь пока еще с миром не установлена. И вот третья группа живут каждая своей судьбой. Мы ничего не знаем о тех, кто улетел с оболочкой дирижабля, так называемая группа Алессандрини, и никто никогда о них ничего так и не узнал, скажу наперед. Что происходит в Красной палатке? 25 мая дирижабль разбился, и вот начинается их жизнь на льдине. Известен такой полярный психоз, когда люди испытывают непреодолимое желание куда-то двигаться, вот уйти отсюда, куда-нибудь, потому что невозможно сидеть в этом однообразном мертвенном пейзаже. Еще более однообразно потому, что день не сменяется ночью. Это постоянный день, то туман, то солнце, но в любом случае ничего приятного в этом нет. И нет никаких перемен. Люди начинают сходить с ума очень быстро от этого. Поэтому многие в истории полярных исследований уходили, куда глаза глядят, и погибали. Вот, видимо, такой же психоз одолел и Дзаппи. Самые сильные могут пойти за помощью сейчас и вернуться со спасательным отрядом. Дзаппи был штурманом дирижабля. Его ближайшим другом был Мариано, а Мариано не кто-нибудь, а заместитель Нобеля. И вот Дзаппи стал подговаривать Мариано, что надо бы нам, наверное, пойти пешком к земле. Это был не очень благоприятный поступок по отношению ко всем остальным, особенно к тем, кто не мог идти уж точно, потому что двое были с переломными ногами. Это Нобель и Чичони. Мариано тут же согласился, потому что в этой дружной паре главным был Дзаппи, Мариано всегда его слушался. Он, как нитка за иголкой, всегда за ним следовал. Подумав еще немножко, Дзаппи понял, что нужно забрать с собой еще кого-то молодого и здорового, и решил, что это должен быть Бьяджи. Бьяджи был радистом, и он пытался наладить связь с землей. Как ты, Бьяджи? Я как все. Но чтобы это не выглядело как саботаж, потому что все-таки руководитель этой экспедиции Нобеля, и он приказ такого не давал, они решили, что им нужен влиятельный человек, который убедит Нобеля их отпустить. Таким человеком, безусловно, был Мальмгрен. Кто такой Мальмгрен? Это молодой ученый, метеоролог, подающий надежды, и швед. Его считали очень опытным полярником, но здоровьем он был не силен, и у него был приобретенный порок сердца. Об этом знал Амундсен, когда нанимал его в свою экспедицию на Мод, где Мальмгрен провел 3 года, но его всегда освобождали от тяжелых работ. Он занимался только своими научными наблюдениями и делал прогнозы. Когда Амундсен приглашал его на Норге, он тоже прекрасно знал, что Мальмгрен не самый здоровый парень и крепкий, но там и не предполагалось никаких тяжелых работ. Когда Нобеля стал приглашать его в экспедицию на Италию, он и не спрашивал о его здоровье, ничего о нем не знал, и Мальмгрен был единственным, кто не прошел медицинский осмотр перед экспедицией. И вот этот человек со сломанным плечом, к тому же, находился в состоянии тяжелой депрессии. Он винил себя в том, что давал неправильные советы Нобеля, и из-за него, мол, все это и произошло. Он был уверен, что все погибнут через месяц без посторонней помощи, и, в принципе, он был склонен отправиться куда угодно, лишь бы что-то делать для спасения остальных. К его чести надо сказать, что он, например, был достаточно опытным для того, чтобы научить людей добывать воду.
Дело в том, что они находятся, как понимаете, на льдине в океане. Вода соленая, лед тоже соленый, поэтому нужно находить старые торосы, которые уже теряют соль постепенно, она уходит. И вот из них получается пресная вода, которая более-менее утоляет жажду. В противном случае наступает обезвоживание. Кроме того, Мальмгрен, несмотря даже на свою травму, довольно тяжелую, сумел убить медведя, как я уже рассказывала, и обеспечил всю команду хорошим мясом свежим на несколько дней вперед. Ну, в общем, этого самого Мальмгрена стали подговаривать, и он согласился. И вот когда он подошел к Нобелю с такими разговорами, Нобель сначала категорически отказался и запретил разделять экспедицию, потому что она и так уже поделена на две группы, и он понимал, что сложнее искать тех, кто движется, гораздо проще тех, кто остается на месте, хотя льдина дрейфует, это все относительно. Но они не отступали и продолжали его уговаривать. Потом предложили уже открытый Бьяджи пойти с ними. Бьяджи, молодая кровь взыграла, он был готов прямо сейчас пойти куда угодно отсюда сбежать. Но Мальмгрен сказал, в таком случае он никуда не пойдет, потому что нельзя отнимать у экспедиции единственного человека, радиста, как потом людям в глаза смотреть. Ну, Бьяджи одумался, и, надо сказать, он до самого конца всей этой эпопеи очень добросовестно исполнял свои обязанности. В общем, решили подождать еще немножко. На следующий день была прекрасная погода, и в бинокль было видно землю. Там был остров Фойн, совсем недалеко, казалось бы, вот рукой подать. Ну, думали, километров там, 160, как-нибудь дойдут. Ну, в общем, Нобель понял, что он не может уже этому противостоять, и он согласился, потому что для всех морально это было важно, как какой-то реальный шанс спастись. Тут надо было поделить снаряжение. С продовольствием более-менее понятно, оно у них было, и этим троим выделили продовольствие на месяц пути. А все остальное, важные вещи были в единственном числе. Например, палатка, например, кольт, например, кожаные ботинки были только одни, все ходили в меховых мокасинах, а единственные ботинки сразу взял себе Бьяджи, потому что ему приходилось много раз в день ходить, поправлять антенну. А там же не просто так снег, это же лужа, он тает каждый день под солнцем. И это было справедливо. Бьяджи не согласился отдать эти ботинки даже за золотые часы. Мальмгрен пытался выменять их. Были конфликты, они ругались и ссорились, особенно из-за кольта, конечно, потому что белого медведя-то никто не отменял. Но Нобель настоял на том, что вот нас больше, поэтому кольт останется с нами, ребята. Не хотите, не идите никуда. Пришлось смириться. Но даже при таком скромном запасе всего нести пришлось довольно тяжелые тюки, в том числе и Мальмгрену. Когда на него нацепили рюкзак, он сначала просто упал. Немножко вытащили оттуда, переложили двум остальным. Тогда он смог подняться и уверял, что, в общем, он справится. Перед тем, как проводить группу Мальмгрена, все, конечно, сели писать письма домой, обливаясь слезами, думая, что это уже прощальные письма. Написали и передали ребятам. А Бегоунок, чешский физик, который был, кстати, единственным гостем экспедиции, то есть он не был нанят, ему не платили деньги, он предложил и Мальмгрену написать такое письмо его матери и невесте. А невеста его, я вам напомню, была внучка исследователя Нортеншольда, знаменитого такого шведа. Мальмгрен почему-то отказался и обещал Бегоуноку, что его письмо он отправит только спустя 3 месяца, если не будет никаких вестей из Красной палатки. Ну, на том и простились. Бегоунок пишет, что на следующий день, они вышли в полночь, да, и весь следующий день видно было невооруженным глазом вот этих троих, 3 точки. Можете себе представить, как медленно они двигались по этим торосам. Хочу сказать, что льдина, например, могла дрейфовать километров на 20 в день в противоположном направлении, на юго-восток, а ребята шли на запад. В общем, это была странная затея, но пока простимся с ними. И вот 30 мая эти трое ушли, в лагере осталось 6 человек, а уже 3 июня
Бьяджо радостно сообщил, что их сигнал СОС кто-то услышал. Они слышали там слабый-слабый отзыв. Этим кто-то был Николай Шмидт, киномеханик в одной маленькой деревне в Архангельской области. Первым принял сигналы Италии советский радиолюбитель Николай Шмидт. Он сидел на крыше сарая и принимал сигналы. А ну давай антенну! Что же он там сидел-то? Дело в том, что Советский Союз очень живо переживал всю эту историю. Сначала, значит, волновались, зачем над нашими землями и водами парит этот чужой дирижабль. Потом, когда Италия потерпела аварию, которую, в общем-то, предвидел Самойлович, предвидел какую-то там, как минимум сложности, а может быть и катастрофу, то очень быстро организовали комитет помощи Италии Оссавиахима. И вся страна читала газеты и знала, что мы сопереживаем Италии, и многие радиолюбители пытались поймать ее сигнал. И вот Шмидт поймал, у него не было передатчика, сам он ответить не мог, поэтому он сначала сообщил в общество радиолюбителей, те потом вот в этот комитет помощи Италии, и этот комитет в конце концов сообщил правительству Италии. Их запеленговали и приблизительно, значит, стали понимать, где они находятся, но не сразу, потому что те координаты, которые сама Италия сообщала, были не совсем точными. Ну, тем более, что они все время в движении находились. А уже числа 11-го, по-моему, да, координаты были точно ясны, и экспедиционное судно итальянское Читта ди Милано уже наладило двустороннюю нормальную связь с Красной палаткой. Так весь мир и узнал, что Мальмгрен и группа товарищей отправились пешком к острову Фойн, предположительно. Также все узнали, что 6 человек неизвестно где, и еще 6 находятся вот здесь, в этой точке. Но еще до того, как стали ясны точные координаты Красной палатки, Советский Союз снарядил ледокол «Малыгин» в район Шпицбергена, чтобы произвести какую-то предварительную хотя бы разведку. Ледокол «Малыгин» стоял в Архангельске, поэтому ему было удобно сразу же выйти к Шпицбергену. Другой ледокол, самый мощный в мире, «Красин», находился в Ленинграде, и для того, чтобы попасть к Шпицбергену, ему пришлось бы совершить более долгий путь. Это самый большой ледокол в Европе! Самый большой в мире! Пока, значит, все это происходит, весь мир тоже не дремлет, и в эти координаты отправляются самолеты. К радости и гордости всех итальянцев первым, кто достиг Красной палатки, был итальянский пилот по фамилии Маддалена на машине Савой Маркетти. Это была довольно такая большая летающая лодка. Он первым перелетел из Норвегии на Шпицберген. Сначала беспосадочный перелет был, просто все итальянцы ликовали. А потом еще и со Шпицбергена он долетел до района Красной палатки и увидел их сверху. Тогда он стал снижаться, внизу ему махали, кричали, радостно прыгали, еще видя свой родной самолет итальянский. И Нобель пишет в своих мемуарах, как он даже видел лица людей в самолете. Но Нобель увидел не только лица людей, он также увидел и киноаппарат. Он понял, что их снимают. И что он почувствовал в этот момент, он пишет, что унижение и досаду. Он представлял, как они выглядят со стороны, да еще и сверху вниз. Они уже давным-давно не мытые, не бритые, в каких-то лохмотьях, в грязном лагере, где тут туша гниющего медведя, тут какой-то мусор, выпавший при аварии. Как они выглядят, жалко. Не так Нобеля привык позировать. Значит, будем веселиться. Парапон-сипон-сипо, чтоб с тоски не удавиться. Парапон-сипон-сипо. Пусть метель бушует рядом, пусть ко льду примерз ты задом, ты попал в страну такую. Парапон-сипон-сипо. И тут он немножко начинает понимать, что они не столько герои, сколько объект наблюдения. Весь мир за ними наблюдает. Что они также в какой-то степени желанный трофей, потому что началась гонка за спасение экспедиции Италии. Он был немного разочарован. Но все-таки итальянцы сбросили им с самолета несколько очень нужных посылок. И это, конечно, всех утешило и приободрило. Нобель, не переставая, строчил радиограммы
на Чита ди Милано, на свое это экспедиционное судно, и капитан которого, Романьо Маноя, бесился необыкновенно, потому что Нобель занимал огромное количество времени. Он писал не так, как пишут телеграммы, а как пишут официальные вежливые письма. Он в каждом письме расписывал, какие доблестные летчики, спасибо вам большое, что вы нас не забыли. И упоминал всех, кто проявлял к ним внимание. И все это было так долго. И его навязчивые указания. То есть он пытался руководить спасательной операцией самих себя. Поэтому аккумуляторы очень скоро сели. И они уже не могли не принимать, не отправлять никакие радиограммы. И поэтому же самым ценным грузом, конечно, были аккумуляторы, которые им бросали сверху. Добрались до них и шведские спасатели, тоже на самолетах, и они были более предусмотрительны, чем итальянцы. Они к этим грузам прицепляли маленькие красные, вспомним Яна Нагурского, красные парашютики. Поэтому, во-первых, было легко найти эту посылку, во-вторых, в ней ничего там не ломалось, не разбивалось. Все целенькое прилетала на льдину. Ну, в общем, жизнь как-то кипела там. Ребятам уже некогда было скучать и тосковать, и все со дня на день ждали, вот сейчас их освободят. И действительно, однажды на бумаге оберточной они прочитали послание от шведов, что, пожалуйста, найдите подходящую льдину для посадки аэроплана, потому что вечером один из нас вернется и попробует кого-то из вас взять на борт. Ну, тут радости не было предела. К счастью, действительно была такая льдина, но в отдалении. Там надо было через трещину как-то перебираться, как через речку небольшую. Но льдина была почти идеально ровная, и они из этих красных парашютиков выложили там вот буковку «Т» с наветренной стороны, чтобы пилоту легче было ориентироваться. В ответ счастливый Нобель отправил свою очередную, значит, целый свиток там благодарственных всяких сообщений. И стали ждать. К удивлению Нобеля никто ему не отвечает. Ну, а шведы-то они другой народ. Они написали коротко: так. Нобель ответил длинно, но они поняли, что да, посадочное место будет. Ну и все, что тут говорить. Они стали ждать вечера. Вечером действительно летит самолетик Фоккер, небольшой такой, двухместный, и пилотом там Лундберг. И он действительно заходит на посадку. И действительно плавно, очень удачно садится. Люди глазам своим не верят, неужели наконец-то кто-то до них добрался. Но им самим добираться до этого самолета пришлось минут 20, потому что это было далеко от Красной палатки, и они тащили с собой Чичони, у которого были 2 ноги сломаны. И они именно его собирались первым-то и отправить, конечно, поэтому и тащили. Ну и Нобели, конечно, тоже помогали переправиться, потому что у него одна была сломана нога, и он должен был официально поблагодарить шведов. Наконец состоялась встреча, и Нобель произнес по традиции длинную благодарственную речь. Лундберг еле-еле вытерпел, когда же все кончится, и сказал: ну что ж, дорогой генерал Нобель, собирайтесь, поехали. Нобель очень удивился и сказал: позвольте, как же это я? Мы сначала хотели отправить Чичони, и вообще я список приготовил, кого в каком порядке эвакуировать. И Нобель там был предпоследний, а последним был радист, понятно, да, чтобы все время сообщать, что происходит. Нет, Лундберг сказал, вы что-то неправильно понимаете, у меня приказ доставить вас для того, чтобы вы руководили в дальнейшем спасательной операцией. И вообще-то не проблема, кого первым-то спасать. Я сейчас вас в наш лагерь отправлю, а потом тут же вернусь, возьму Чичони, а потом кого-нибудь еще. Но дело в том просто, что я сейчас не один, со мной наблюдатель. Вам и так придется лежать на полу. А Чичони я взять не могу, потому что он очень тяжелый. Действительно, Чичони был гигант. Он такой был высокий, крупный мужчина. И самолет просто не взлетит с вашим Чичони. Нобель сказал категорически нет. Берите любого другого, только не меня. Он сказал, нет, пожалейте меня, у меня приказ. Я как вернусь вообще? И не все ли равно, кто полетит первым? Площадка хорошая, превосходная погода, 6 рейсов и все в Кинсбее. Тогда Нобель обратился к своим соратникам, как быть. Ну, все они были смущены, потому что все понимали, руководитель экспедиции не может покинуть ее первым. Но, видя такую ситуацию, все готовы были подождать и сказали, да, летите, пожалуйста, дорогой наш генерал. Вы должны лететь, генерал. Летите, генерал. Это необходимо.
Летите, генерал. Я останусь за командира. Конечно, потрясите этих бездельников в Кингсбее. Нет. И ситуация сложилась еще и такая, что Нобели как бы кокетничает. То есть, чтобы долго не припираться, он решил согласиться, потому что действительно считал, что принесет пользу, если будет помогать искать остальных. Он взял с собой, естественно, свою собачку Титину. Я бы тоже без своей собачки никуда не полетела, маленькую. И забрался в этот Фокер. Помахали ручкой и улетели. Нобеля там укутали одеялами, всем, чем только можно, и 2 часа полета. Он был, сам не знаю, вообще то ли счастлив, то ли нет. Но в конце концов он очутился в шведском лагере, где горел костерок, потому что там-то они не могли себе никакой костерок позволить. В красной палатке они еле-еле разводили там огонек, чтобы какую-то еду приготовить, воды согреть, попить горяченького. А тут костерок, живой огонь, теплые сухие спальные мешки, его уложили, всего укутали, покормили, то же самое и Титину. Он немножко успокоился, но он все смотрел и ждал, когда же Лундберг снова сядет в свой самолет и полетит обратно. И это действительно случилось. Лундберг сел в самолет один на этот раз и полетел обратно к красной палатке. Тут Нобель облегченно вздохнул и уже мог поспать. Но Лундберг не вернулся ни один, ни с кем-либо еще, потому что второй раз удачно посадить свой самолет на льдину он не смог. И самолет перевернулся. К счастью, Лундберг остался невредим, но он остался. И он тоже присоединился к обитателям красной палатки. Второй самолет, который наблюдал за всем этим, сопровождал его, это хорошо, что он был, летчик убедился, что Лундберг в порядке, и полетел себе восвояси. А тот остался. И на него как раз напала та самая вот эта лихорадка, когда хочется идти, куда глаза глядят. Беговник пишет, что ему большого труда стоило убедить его остаться, потерпеть еще немножко, что обязательно за нами пролетят. Вот. Но он бесился страшно. Просто каждый день у него были какие-то нервные срывы. А пришлось ему там пробыть не день, не 2, а неделю. И всю эту неделю, представьте, что чувствовал Нобель. Он понимал, что в итоге-то спасли его одного. Получается, что он бросил свою экспедицию. И весь ужас этого положения перед ним предстал, когда его привезли на Чита ди Милану, на это самое судно. И он посмотрел в глаза капитану Романи Маной. Этот капитан только и ждал, как бы Нобеля в чем-то уличить. Да, ну что же я сделал? Вы сделали? То, что вы сделали. На самом деле в Италии Муссолини уже принял решение, что козлом отпущения будет Нобель. Тот об этом пока ничего не знает. И вот Лундберг на льдине, а Нобель и шведский экипаж отправляются, ну, как бы в гости, да, к итальянцам. Шведские участники всех этих событий писали, что были поражены ледяным приемом, оказанным Нобелю. Никто этого не ожидал. Да и шведам тоже досталось. Вместо «спасибо», с ними так обращались: «Зачем вы нам его привезли? Он нам тут только мешает. Кто вас просил? Почему именно Нобеля?» Его оставили там как есть и убрались восвояси. Почему же сразу не полетели за Лундбергом? Да потому что началась нелетная погода, которая вот продолжалась целую неделю. Не летал никто и никуда. Как только небо немножко прояснилось и туман отступил, сразу же шведский коллега отправился за Лундбергом на эту льдину. И можете себе представить, он опять не забрал никакого Чичони, а только Лундберга, и больше они туда не прилетали. Мальмгрена-то нет, а Нобеля уже спасли. Так что бросили ребят на льдине. Так вот, встает вопрос, почему же именно Нобель? Это что за странный приказ? Был ли этот приказ? Большой вопрос. Где-то пишут «был», где-то пишут, что так его и не нашли потом. Но совершенно точно известно, что экспедиция Италии была застрахована на 500 000 итальянских лир, что равняется 100 000 шведских крон. И за гибель каждого члена экипажа назначалась огромная сумма компенсации. Поэтому и спасение каждого члена экипажа тоже стоило денег. И за Нобеля было вознаграждение половина этой суммы.
То есть на наши современные деньги это больше 10 миллионов рублей. Ну, допустим, 10-12 миллионов. Вот представляете, Лундберг за то, что он берет одного человека и привозит его в шведский лагерь, он может рассчитывать на такое вознаграждение. Ну и зачем ему Чичони и кто-либо другой? Нет, конечно, только Нобеля. И я думаю, что это и было главной причиной, почему Нобеля из руководителя экспедиции превратился в шведский трофей. А на своем родном корабле Чита ди Милано он стал фактически пленником. Ему не разрешали общаться ни с какими журналистами. И хотя он еще пытался изображать из себя какого-то руководителя спасательной операции, все это выглядело довольно жалко. Нобель, однако, в своих мемуарах пишет, что он сыграл все-таки какую-то роль в спасении оставшихся в Красной палатке, но об этом немножко позже. Радиограмма. Нобеля Самойловича лично. Идея обвинить Нобеля в предательстве принадлежала, я думаю, прессе, которая жаждала сенсаций. Именно журналисты первыми стали писать скандальные заголовки и преподносить это спасение именно как бегство, как предательство Нобеля. Итальянское правительство очень боялось всяких дурных мнений, поэтому они тут же открестились от Нобеля и стали поддерживать и педалировать эту точку зрения. На самом деле, я считаю, что Нобеля обвинили напрасно. Да. Как же мир все-таки воспринял это известие? Например, на ледоколе Красин, который вышел уже 16 июня, а Нобеля спасли 25-го, то есть Красин медленно продвигается к Шпицбергену, Самойлович писал, что там восприняли это с удивлением, но никто Нобеля не обвинял, потому что не знали всех обстоятельств, мало ли что могло случиться. Но все-таки, мне кажется, про Красин надо рассказать отдельно. Так как же Красин-то вышел, что вообще это был за Красин? Эта потрясающая машина была заказана царским правительством Великобритании, и на лед спущена в 1917 году. Как вообще царскому правительству пришла в голову мысль заказывать ледоколы? До этого не заказывали, как-то обходились и без них. Как вы знаете, наша страна Россия очень протяженная с запада на восток. И связать Запад с Востоком – всегда большая проблема, потому что по земле тут горы, тут реки, тут тайга, и строили железную дорогу долго. Поэтому всегда мечтали, конечно же, освоить Северный морской путь. Ну вот мечтали, что будет экономическое процветание, предрекали. Но как-то царь решительных указов не издавал, и поэтому все это развивалось ни шатка, ни валка силами предпринимателей, а не самого государства. Но вот когда российский флот потерпел страшное поражение при Цусиме, в русско-японской войне, когда наш Балтийский флот для того, чтобы выйти им на помощь, должен был совершить полукругосветное путешествие через воды других государств, еле-еле добрался, но было уже поздно, пока там со всеми договаривались. Вот тут, наконец, до правительства дошло, что ледоколы нам очень нужны, чтобы проводить суда как раз вдоль нашей границы по северным водам. И тогда сделали заказ на несколько ледоколов, самым мощным из которых был вот этот. Назывался он «Светогор». И вот в 2017 году большую часть суммы была выплачена Великобритании, а вторую надо было вторым траншем чуть позже отправить. Но тут началась революция, гражданская война, никто платить не собирался, а ледокол уже был на территории России. Но в ходе военных действий, я, кажется, об этом упоминала, он был затоплен в дельте Двины красными для того, чтобы преградить вход в город вражеским войскам, вражескому флоту, а англичане его подняли и увели к себе обратно, решив, что оставят его себе, поскольку и деньги не заплачены, и вообще сами вытащили. Вот, значит, интересная история. Другой ледокольный пароход, по-моему, так он назывался, под названием Соловей Будимирович, вышел из Архангельска якобы в экспедицию, а на самом деле в бегство, потому что красные подходили уже к городу. И вот этот Соловей Будимирович вроде как вышел там картографировать побережье Карского моря и, ну, не знаю, что еще, но почему-то в эту экспедицию все отправились с женами и детьми и со всем возможным скарбом. И судно это попало в ледовый плен.
помня историю святой Анны, которая в Карском море тоже застряла, и потом ее унесло неведомо куда, и никогда они не вернулись, конечно, все пассажиры страшно испугались и стали слать сигналы бедствия и белым, и красным, и всему миру, и спасите, помогите хоть кто-нибудь, тут же дети. Писал воззвание даже Максим Горький под теплым солнышком Соренто. И, наконец, решили их спасти. И англичане решили отправить за ними вот этот самый мощный ледокол. А капитаном они пригласили, вы не поверите, Отто Свердрупа, который был капитаном Фрама. И Отто Свердруп согласился, набрал команду, и они отправились на спасение этого Соловья Будимировича. А красные тоже отправились на его спасение, но медленнее. И эти пассажиры Соловья Будимировича молились, конечно, чтобы Свердруп дошел быстрее, потому что ничего хорошего от красных они не ждали. Так и случилось. Всех пассажиров забрали на борт Святогора, да? Святогора. А красные потом стали требовать: верните нам людей, но Свердруп категорически отказался, и всех благополучно спасли и вывезли в Великобританию. Вот так получилось, что наш Красин еще под именем Святогора уже участвовал в одной успешной спасательной операции. Потом наш дипломат советский Леонид Красин договорился с англичанами, что они примут оставшуюся сумму и вернут нам этот ледокол. И после смерти Красина в 1927 году ледокол был переименован в Красин. Вот такой вот легендарный ледокол. Он стоял, как я уже сказала, в Ленинграде, и никуда он плыть не собирался, потому что навигация в арктических водах начиналась в конце июня, не раньше. А тут все в конце мая происходит. Команда Красина тоже была распущена, люди были там где-то в своих командировках по своим делам. И когда поступил приказ в 3 дня собрать ледокол и отправить его на спасение Италии, команду набирали с других судов. Была разнарядка, что отсюда несколько человек, отсюда несколько человек. И так набрали 116 человек экипажа, и к ним 20 человек так называемых прикомандированных. То есть это, собственно, управление, руководители этой экспедиции, Самойлович, его заместитель, его секретарь, там целая компания. А также, например, журналисты, которых ему, Самойловичу, насильно просто впихнули аж 7 человек, из них 2 иностранцы, итальянские и норвежские журналисты. И Самойлович хотел взять научную группу, но пришлось пожертвовать наукой, взяли журналистов. Этот ледокол был не рассчитан на такое количество народа, поэтому пришлось всем потесниться. И кают-компанию поделили даже занавесочками на каюты. Но это уже во время движения, потому что за 3 дня, конечно, все успеть было невозможно. Что могли-то, все насобирали, этим сам Самойлович, например, занимался, руководитель экспедиции. Он все добыл, что мог. И не хватало угля. Но решили, что уже по ходу дела они будут догружаться. Так и делали. А занавесочки в кают-компании шили 2 женщины. Их было всего 2 на Красине. Одна из них, Ксения, была уборщицей. Она, так и работала на Красине. И Самойлович пишет о ней в своих воспоминаниях очень тепло. Брать он ее в такую сложную экспедицию опасную не собирался. Но она пришла сама попроситься. Потому что она была не просто уборщица, а на деле мать родная всем матросам. Она чинила одежду, вообще следила там, где чего помочь, ухаживала за ними. И Самойлович пишет, что никогда не видела ее спящей. Она всегда и днем, и ночью что-то сидела, там чинила или убирала. И действительно за нее попросили члены экипажа Красина, которые должны были идти в поход, чтобы ее, ради бога, пожалуйста, возьмите, мы без нее не можем. Вот она была первая. А второй была Любовь Воронцова, журналистка. Молодая, красивая девушка, у нее не пыльная там была работа, поэтому она во всем помогала Ксении. И тоже, в частности, шила эти занавесочки. Пока шли, я говорила, да, что Ленинград, как известно, он находится на берегу Финского залива, Балтийского моря. И для того, чтобы попасть в северные воды, нужно обогнуть всю Скандинавию. И вот пока они шли, то закидывали то один груз, то другой. И в частности, в Скандинавии, по-моему, в Тромсе как раз загрузили этот кардивский уголь, знаменитый, самый хороший уголь, который дает больше всего жару, и поэтому его надольше хватит.
И потом уже отправились к Шпицбергену. И вот к 1 июля Красин уже оказался в зоне поиска. Важнейшей частью спасательной команды были летчики. На борту был самолет «Юнкерс» по имени «Красный медведь». И летчиком был Чухновский, вторым летчиком Алексеев. Оба они стали знаменитостями. Чухновский вообще был знаменитейшим человеком 28-го года, так его называли. Сейчас расскажу, почему. Интересно, что на Малыгине был летчиком Бабушкин, тоже, я думаю, известная вам фамилия. Но Малыгину меньше повезло, потому что он не мог пробиться севернее, и поскольку тогда уже было известно, что 18 июня пропал экипаж Амундсена, то Малыгин занимался поиском Амундсена. А Красин пробился выше, чтобы найти группу тогда уже Вильери. Когда спасли Нобеля, то оставшихся называли группой Вильери. Так вот, Чухновский, конечно, должен был вылететь на разведку. И долго искали место, откуда он сможет взлететь. Наконец нашли, и Чухновский взлетел. Им с собой дали киноаппарат. Он был только один. И поэтому у нас есть съемка, что видит Чухновский сверху. И он видит группу Мальмгрена. Он видит на льду, на этих бескрайних ледяных просторах 3 человек. 3. Я напоминаю, а дело происходит 10 июля. Он тут же шлет радиограмму на Красин, сообщает координаты и пролетает дальше в надежде увидеть красную палатку. Он ее не видит. И на обратном пути совершает вынужденную посадку, ломает винт, дальше лететь не может. На этом кинохроника, как вы понимаете, заканчивается. Поэтому, как спасали всех остальных, мы знаем только по фотографиям. И вот Чухновский шлет такую радиограмму на Красин, что я потерпел аварию, мы не можем сделать сами ремонт, но вы, пожалуйста, идите спасать Мальмгрена, у нас тут все хорошо, и мы вас подождем. Они тоже на льдине, между прочим, а не на твердой земле. Сравните с поведением шведских летчиков, по-моему, что-то с ними было не так, со шведами я имею в виду. И Красин отправляется спасать группу Мальмгрена. Тут же, конечно, сообщают, что вот сейчас мы их спасем, все ждут. И вот в этот же день, нет, на следующий день, ну там, знаете, день-ночь, это условные понятия в Арктике, 11 считается июля, они подходят к льдине не больше 10 метров в длину, 10 метров, на которой они видят 2 человек. Один из них лежит, чуть живой, по всей видимости, а второй бодро стоит на ногах и машет руками. Очень удивленные. Несколько человек спускаются по трапу, чтобы помочь ребятам подняться, чтобы забрать их. У всех единственный вопрос, где Мальмгрен? Но пока никакого Мальмгрена не видно. На носилках поднимают Мариана, который буквально при смерти. А Дзаппи сам очень бодро карабкается по трапу. Как только они появляются на палубе Красина, к ним бросаются журналисты. И Самойлович, как ни пытался оградить их от вот этих бешеных вопросов, ничего ему не удается, потому что Мариана, понятно, просто не может говорить, его отправили сразу в лазарет. А Дзаппи жаждет поделиться впечатлениями. И он говорит без умолку, его не надо было просить дважды, он наговорил столько вещей, которых не стоило говорить, потом уже было поздно, что везде просто появились публикации наискандальнейшие, очень двусмысленные. И тот факт, что их 2, а не 3, истолковывался очень и очень превратно. Почему так вел себя Дзаппи? Он был просто психически ненормальный, такое впечатление. Вероятно, потому что им приходилось больше месяца пить только соленую воду. И их постигло обезвоживание. При обезвоживании некоторые люди теряют силы, а некоторые, наоборот, начинают испытывать эйфорию, ведут себя вот так вот лихорадочно, возбужденно. Через несколько дней это прошло, когда уже было нормальное питание и достаточно пресной воды. Но вот в тот первый день случилось непоправимое. Судовой врач Красина Антон Средневский тут же провел обследование обоих, и Дзаппи, и Мариана.
И есть объективное описание. Вы можете сделать выводы самостоятельно. Во-первых, как их нашли, кто во что был одет. Ну, вот, почти точно, да, могу сказать так. Марианна. Рубашка, ну, во-первых, там белье теплое, да, рубашка шерстяная, брюки суконные, носки. Все. Дзаппи. Ну, теплое белье комбине, шапка меховая, рубашка суконная, рубашка меховая поморская, рубашка брезентовая от ветра. Ну, точно так же 3 штанов, носки, 2 пары и 2 пары меховых мокасин. То есть Марианна просто, носки-то были все драные, он был фактически босиком. А Цапи вот такой утепленный товарищ. Ну, тут вопросов даже никто не мог задавать. Как это можно, когда твой товарищ лежит босой, ходить в 2 парах мокасин? Цапи это никак не комментировал. Потом, когда пищеварение наладилось одного и другого, Средневский исследовал кал. Сделал вывод, что Марианна ничего не ел 2 недели. И если бы Красин пришел часов через 12, то Марианна они бы уже живым не застали. Что касается Цапи, то он ел не меньше 2 часов назад, до того, как их спасли. Конечно, это была информация, которую не разглашали. Но, конечно же, Самойлович-то об этом знал. И если знает 2, да, то знают все. И поползли слухи. Как это такое может быть, интересно? Это был первый страшный вопрос. А второй все-таки, куда же делся Мальмгрен? В первый день, как только их спасли, Дзаппи наговорил несколько разных версий, которые не состыковывались одна с другой, но в конце концов и слепили в какую-то одну, и получалось следующее. Через 2 недели после выхода из лагеря Мальмгрен совершенно обессилел и лег на лед и заявил, что больше ни шагу не сделает. Попросил оставить его здесь, вырыть ему яму, что-то вроде могилы, и передать его матери компас. Также он сам предложил взять его одежду и, конечно же, забрать себе его долю продовольствия. Как его не уговаривали, он не соглашался встать. Им ничего не оставалось, как действительно вырыть ему могилу фактически, положить его туда почти голым, присыпали его сверху снегом, чтобы он не привлекал внимания медведей, раньше времени во всяком случае. Потом забрали все его вещи, отошли на 100 метров и устроились на ночлег. Выспавшись, на следующее утро они увидели, что Мальмгрен еще жив, и он поднял руку. Что он хотел этим сказать? Непонятно. Они не подошли к нему 100 метров. Они к нему не подошли, собрали все свои вещи и пошли дальше. Бегоунок был, например, до глубины души возмущен этим. Он считал, что они просто бросили Мальмгрена, не могли даже дождаться, когда человек действительно умрет, бросить его живым в снегу, голым, замерзать, и при этом спокойно идти, зная, что он там еще жив и лежит один. Это не укладывалось у него в голове. Вероятно, и у многих других тоже. Ну вот я здесь, согласно Бегоунику, рассказываю, какие вопросы возникали. Во-первых, куда делись письма, которые все писали? Их так и не нашли. Почему Мальмгрен передал своей матери, небогатой женщине, всего лишь компас, а, например, не деньги, которые были у него за экспедицию? Он их не передал, их тоже никто никогда не нашел. Вообще, зачем было врать, что Мальмгрен торжественно передал Дзаппи свой компас, когда все видели прекрасно, что еще при выходе, когда экспедиция-то только отправлялась из Красной палатки, Мальмгрен сам отдал этот компас Марианне, потому что Марианна хорошо ориентировался на местности. В общем, все эти вопросы не давали людям покоя. И возникали разные версии, одна страшнее другой. Что его не просто так оставили, что, может быть, его даже и убили, а может быть, его мясо взяли с собой в качестве продовольствия, потому что легко было посчитать, даже с долей Мальмгрена они не могли дотянуть эту еду до того дня, как их спасли, то есть с 30 мая до 11 июля, когда мы знаем, что Дзаппи ел за 2 часа до спасения. Откуда взялась эта еда? К сожалению, в то время еще не существовало, во всяком случае уж на борту Красин, такого оборудования, которое позволяло бы
понять, что именно ел человек. В общем, все вот эти страшные подозрения, они тоже просочились в прессу, люди читали газеты, и весь мир начал, что называется, сплетничать о том, что здесь имел место каннибализм, самое страшное, что может произойти в таких опасных экспедициях. Но, наверное, не только потому, что это так страшно, но еще и потому, что такое случалось. К сожалению, каннибализм не является таким уж редким явлением, когда люди остаются изолированными и лишены возможности пополнять свои продовольственные запасы. Да, вот еще что в ЦАПе, конечно, не может не возмущать. Он собирался оставить точно так же и Мариана, как оставили Мальмгрена. Он готов был идти дальше один. И Мариана завещал ему свой труп. Это все разболтал сам Цапи. Мариана завещал ему свое тело, но только после смерти. Цапи не ушел от него только потому, что некуда было идти. Льдина уже была 10 метров. То есть она таяла очень быстро. И они уже были просто на грани гибели, когда Красин к ним подошел. Идти было некуда, только поэтому он и не ушел. Есть интервью с вдовой Самойловича. С ней разговаривал полярный исследователь, который книгу написал, Каневский. Каневский написал первым книги о Самойловиче еще в 60-е годы. И вот он застал в живых его вдову, Елену Михайловну, которой он задал этот вопрос, что на самом деле думал Самойлович об этих обстоятельствах. Потому что в своей книге Самойлович оправдывает итальянцев, но мы должны понимать, что Рудольф Лазаревич был официальным лицом. Он был своего рода дипломатом, политиком в этой ситуации. Он должен был думать об отношениях двух государств, а не свое собственное мнение высказывать. И вот Елена Михайловна сказала: ну что вы, конечно, все понимали, что уж во всяком случае Цапи-то точно съел мясо Мальмгрена. Все это понимали и молчали. Это ее собственные слова. И вот в 1929 году Самойловича и его супругу в составе советской экспедиции пригласили в Италию, чествовали, благодарили, все такое прочее. И Цапи пригласил их вдвоем на обед. Их обоих это привело в ужас. Они не пошли. Что же было дальше? Возникает вопрос, почему же никто не искал группу Алессандрини, которая улетела на оболочке дирижабля? Почему же никого не интересовали те 6 человек? Ну, во-первых, никто не знал, где они находятся. В Красной палатке известны координаты. Группа Мальмгрена, где-то между землей и Красной палаткой приблизительно. Амундсен, никто не знает, где он, но это Амундсен, и все бросились его искать. А те 6 человек неизвестно, куда делись. Из тех 6 только один был из влиятельной итальянской семьи, Пантремоли, ученый. И его родственники, конечно, стучались во все двери и требовали, чтобы их искали. Но они были в меньшинстве, в общем-то. Однако Самойлович понимал, что сейчас, когда Красин подошел так близко к месту аварии, ближе, чем кто бы то ни было, даже несмотря на дрейф льдины, но все-таки, это последний шанс найти группу Алессандрини. Но у нас не было никакого аэроплана, гидроплана, потому что Чухновский сломался, мы знаем. А здесь необходима была ледовая разведка сверху. И тогда Самойлович написал итальянцам, конечно, на Чита ди Милано, чтобы они прислали пару своих самолетов, что проще-то, и чтобы с Красина, который являлся базой, они бы совершали полеты, и был велик шанс действительно найти хотя бы следы этой группы, хотя бы удостовериться, что да, все погибли. Но у итальянцев были свои цели. Они получили приказ от Муссолини сворачивать спасательную экспедицию и возвращаться как можно быстрее в Италию. И здесь опять свою роль сыграл Цаппи, потому что капитан Чита ди Милано почему-то обратился именно к нему
посоветоваться, есть ли шанс, что там кто-то остался жив, и нужно ли вообще-то дергаться. И Цапи сказал: да нет, я уверен, они все давно мертвы, и не стоит их искать. И на этом все. Поэтому итальянцы ответили, прикинувшись дурачками: конечно, без самолетов вы не сможете их найти. Очень жаль, очень жаль. Ну что ж поделаешь. Самойлович понял, что если сами итальянцы не хотят спасать, то значит и у Красина нет шансов, потому что заканчивался уголь, потому что пробиваться дальше на север это было очень сложно и затратно. У Красина тоже была необходимость в ремонте, и просто Красин не мог самостоятельно проводить эти поиски, поэтому их пришлось прекратить. И Красин отправился сначала на Шпицберген, всех спасенных передали на Чита ди Милано, также передали им штурвал Италии, которые подобрали, и вообще, надо сказать, собрали все, что можно с Альдины, все, что не было уже совсем откровенным мусором, чтобы передать на Чита ди Милано. Почему? Потому что должна была быть комиссия, должно было быть расследование. И все это были ценные, ну не скажу улики, но, в общем, это были ценные предметы для этой комиссии. Все это понимали. Что интересно, судовой радиожурнал Италии не был среди этих вещей, отданных итальянцам. Он почему-то спустя много лет обнаружился в архиве Рудольфа Самойловича. Ну, об этом чуть позже. Так вот, со Шпицбергена Красин отправился в Норвегию, чтобы встать на ремонт. И по пути еще спас огромное круизное судно немецкое Монте Сервантес. Там было человек, ну, наверное, 1500, около того. У них была огромная пробоина, потому что зашли куда не надо, и льдиной пробило борт. И когда они увидели, что Красин идет им на помощь, они совершенно все расслабились, заиграла музыка, включили иллюминации, потому что все были убеждены, что Красин-то их точно спасет. И действительно, наш раненый Красин остановился, теряя время, силы, чуть ли не от собственного борта оторвали кусок железа и заделали им эту пробоину. И только после этого Красин наконец дошел до Норвегии, и целый месяц пришлось потратить на ремонт, серьезный ремонт. А после этого Красин вновь отправился на север, чтобы все-таки искать Амундсена или какие-то следы от его самолета и группу Алессандрини. В итоге Красин обследовал многие острова земли Франца Иосифа, которые раньше не были исследованы, и зашел так высоко на север, как никогда никакое судно не заходило, ну, по собственной, так сказать, воле, не считая тех, которых дрейфом лед уносил и севернее. Да? Мы же помним, что Святая Анна находилась севернее земли Франца Иосифа, и поэтому книжка Альбанова называлась «На юг к земле Франца Иосифа». И 20 сентября Красин получил приказ прекратить поиски и возвращаться в порт. 4 октября он уже был в Ленинграде, встречало его 250 тысяч человек. Это был необыкновенный триумф, первый полярный такой триумф советский, который, конечно, был не последним. И последовали еще несколько таких эпохальных спасений, например, челюскинцы, папанинцы. И это все были грандиозные события для нашей страны, которые подняли очень наш арктический престиж. И это было, пожалуй, главным итогом этой экспедиции Красина. Ну а в целом, что получилось? Из 16 членов экипажа дирижабля «Италия» 8 человек погибли, и 8 человек были спасены. Хоронить при этом было некого. Никто из них не захоронен в земле, все остались в Арктике. Но в целом погибло людей больше, всего 17 человек, потому что еще экипаж Амундсена, экипаж Латама-47, 5 человек, и 3 итальянских летчиков погибли уже над Европой, возвращаясь домой. Над Францией они случайно зацепили линию электропередач, и 3 человек погибли. Таким образом, 17 погибших. 17 в Италии, так же как 13, считается проклятым числом. Да. Ну, что касается героев всей этой эпопеи, Амундсен
стал безоговорочным героем, он, можно сказать, вознесся и стал уже героем навсегда. Мальмгрен стал почти святым мучеником, а Нобеле был опозорен. Да. Ну, а СССР не только доказал свое первенство в Арктике. Знаете, такой был интересный эпизод, когда рядом стояли Красин и Браганца. Браганца — это самое крупное, одно из самых крупных суден. Когда рядом стояли Красин и Браганца, Браганца почти самое крупное судно норвежского флота, то это была очень ясная иллюстрация влияния в Арктике Норвегии и СССР. Браганца выглядела просто утлой лочонкой. Об этом писал один норвежский офицер. И началась мифологизация полярников. Вообще вся эта история, ее очень сложно рассказывать, потому что здесь реальные события, хроника, в какой-то момент превращается в миф, в какую-то легенду. Вот прямо на глазах все это быстро происходило, наверное, потому что люди почти одновременно с этими событиями о них узнавали, благодаря радио, благодаря тому, что журналисты были везде, где только можно. Вот, так что это тоже итог этой экспедиции. А что же было после? Давайте я вам расскажу о судьбе участников всего этого действа. Ну, ледокол Красин, во-первых. Ну, грустная судьба, мне кажется, поначалу его ожидала, потому что в 30-е годы он стал обслуживать ГУЛАГ. Он возил заключенных на остров Вайгач, он возил какие-то грузы для других северных лагерей. В 1941 году он был отремонтирован в США уже во время войны, потому что он был нужен для того, чтобы водить конвои, чем он и занимался. Потом, после войны в 50-е, его снова ремонтировали и приспособили под жидкое топливо, мазут, а не уголь. И в 60-е, 70-е он помогал нашим экспедициям научным на земле Франца Иосифа и на Шпицбергене тоже. И служил такой, электростанцией, собственно. А в 1989 году Красин был списан и продан вскоре, в общем-то, на слом. Но в 1991-1993 годах прошлого века происходила настоящая война, битва за Красин. И мы должны быть благодарны санкт-петербуржцам за то, что они добились того, что ледокол стал собственностью города. В 1998 году, когда был юбилей спасения экспедиции, Красин пригласили в Италию. Но он не мог поехать, потому что у нас не было денег на топливо. И в 2004 году, наконец, Красин стал филиалом Музея Мирового океана, и началась его нормальная, достойная жизнь. И именно там сейчас хранится та роковая фотография, на которой экипаж дирижабля «Италия» разделен на две части – на живых и погибших. Да, фотография это не простая, а роковая, потому что на ней мы видим, что... Так, если она, например, к вам, мы вам лучше ее покажем, да? С одной стороны, вот ровно те, кто выжили, с другой стороны, те, кто погиб. А Мальмгрен оказался посередине, на сгибе этой фотографии, если ее сложить пополам. И он был действительно тем, кто сначала выжил, но вскоре погиб. Вот такая странная история. Экипаж Красина. Друзья мои, ничего утешительного сообщить вам не могу, потому что каждый седьмой был репрессирован, и многие были расстреляны, погибли во время Большого террора. Если разделить экипаж Красина на три группы, условно, там руководители, технические специалисты и рабочие, то из каждой группы были репрессированы 6 человек, никого не обидели. Рудольф Лазаревич Самойлович продолжал свою научную деятельность и участвовал в других экспедициях, но постепенно с места главы вообще всех наших полярных исследований советских его стал смещать Отто Юльевич Шмидт, который был по профессии своей, по образованию математиком. И, в общем-то, не собирался стать полярником, там всякие политические разные обстоятельства вынудили его к этому, и его поставили управлять, например, такой организацией, как Севморпуть.
И в 1937 году это был очень плохой год для Севморпути, потому что 3 ледокола Садко, Седов и вот этот самый Малыгин застряли в море Лаптевых, потому что вовремя не было приказа вернуться им обратно. А тот-то Юльча Шмидта не было вовремя приказа. Поэтому они остались там на зимовку и дрейфовали, что было, конечно, опасно. А в 1938 году, когда лед уже стал, ну так это, помягче, как раз первым увезли оттуда Самойловича. И в этом не было ничего хорошего. Самойловича все добровольно назначили руководителем вот этого дрейфа 3 кораблей. Он так и под этим названием вошел в историю. Он руководил всеми исследовательскими работами, он наладил такой быт. А это было нелегко, потому что, знаете ли, уголь имеет свойство заканчиваться, а там полярная ночь, и надо было чем-то топить, чем-то светить. В общем, это очень сложный был момент. Самойлович сумел все это очень хорошо организовать. Но там наверху и где-то там в Москве решили, что Самойлович, пожалуй, слишком уж стал важной фигурой. И вот его принудительно вывезли оттуда, отправили в санаторий в Кисловодск. Там пару месяцев отдохнул, потом за ним приехал черный воронок, и больше его никто не видел. Через десятки только лет стало известно, что в 1939 году он был расстрелян. Его жене сообщили, что он погиб в 1941 году, якобы он умер. Но это было неправда, это было чистое вранье. Вот так погиб Самойлович. А, например, Николай Шмидт, который первым услышал сигнал в Италии, и благодаря которому началась эта история спасения, он вскоре после 1928 года уехал в Узбекистан и работал там радиотехником. И продолжал заниматься радиолюбительством. Вы знаете, радиолюбители, они и по сей день, это особая каста людей. Они связываются друг с другом, они пишут друг другу, присылают открытки. В общем, это такое мощное сообщество, вот кто в теме, тот поймет. И вокруг этого Николая Шмидта было тоже свое сообщество, и он был очень всеми любим. Но наступила война, и в 1942 году вдруг вспомнили, что он немец, а значит, он шпион. И он был арестован и расстрелян как предатель Родины. Что касается итальянской части участников всей этой эпопеи, то Дзаппи сделал прекрасную карьеру, кто бы удивлялся, стал консулом в Китае. Мариана ампутировали одну ногу, и поэтому, наверное, и потому что он не был сильно честолюбив, его назначили всего лишь префектом Палермо на Сицилию. Своего сына он назвал Финн в честь Мальмгрена. Там несколько человек тоже написали книгу. Например, Вильери, молодой офицер, он тоже сделал блестящую карьеру, дослужился до контр-адмирала, а на старости лет он был директором Института океанологии в Монако. Также книгу написал радист Бьяджи, милейший человек. Эту книгу он выпустил. Фашистское правительство, прочитав, что он там написал, тут же ее изъяло весь тираж. И когда в Италию вошли английские союзные войска, его взяли в плен и увезли в Индию. И в Индии он провел несколько лет в плену, а потом уже вернулся в Италию и работал на бензоколонке где-то под Римом. Бегоунок написал книгу, которая вот из всех этих перечисленных единственно переведена и издана у нас на русском языке и много раз издавалась. Бегоунок продолжил свою научную деятельность. Он занимался радиацией, да, и он изучал, как можно при помощи радиоактивных излучений воздействовать на раковые опухоли, а также он занимался тем, как, наоборот, защитить рабочих одних там известных очень копий в Чехословакии от воздействия радиации. В конце концов, он стал вице-президентом Академии наук Чехословакии. А вот Трояни вместе с Нобелем был в СССР, я сейчас расскажу об этом, а потом эмигрировал в Бразилию и жил там довольно долго. И в Италии вернулся только на старости лет. Что же случилось с самим Нобелем? Нобеля судили, обвинили его в провале этой экспедиции, лишили его всех званий и наград,
И ну, если бы это происходило в СССР, то, пожалуй, на этом бы его жизненный путь вообще завершился. Но в Италии было помягче, поэтому в 1932 году, когда СССР пригласил Нобеля к себе, чтобы помочь нам наладить строительство дирижаблей, Нобель сразу согласился и со всей своей семьей, со своей тетиной, собачкой, с дочерью Марией, со своей женой переехал в Москву. И каждый день он ездил в Долгопрудный, который тогда назывался по-другому дирижабль-строй, ездил в этот тогда еще поселочек и налаживал там производство, строительство дирижаблей. Он оставил об этом обширные мемуары, вы можете их почитать, это всегда интересно, узнать взгляд, так сказать, со стороны на события в нашей стране. Но пробыл он там до 1936 года в СССР, а потом отношения между СССР и Италией стали портиться, потому что Италия захватила Ливию. Она уже стала проявлять агрессию, и там этот фашизм просто набирал обороты. СССР никак не мог этого одобрить, завоевание Ливии, поэтому Нобелю, который, конечно, не поддерживал эту политику, все-таки пришлось уехать. И в 1939 году, когда началась война, Нобеля разрешили выехать в США, куда его тоже приглашали как инженера преподавать. И он провел в США вот эти все годы войны, вернулся в 1945 году, когда ему вернули все его звания, сняли с него все обвинения, и он себе спокойно преподавал в Неаполе в университете. И дожил до 1978 года. Вот такая была его судьба. А что же стало с дирижаблями? История дирижаблей, в том числе в СССР, конечно, заслуживает исследований, и ими занимается Алексей Белокрыс, пишет книги, вы можете их найти и почитать, но скажу только, что для советских граждан дирижабль был воплощением мечты, конечно. Я выйду замуж только за того, кто построит летучий корабль. И в 20-е годы, когда многие люди жили очень бедно и получали очень маленькую зарплату, все-таки сколачивались какие-то бригады, они в складчину покупали ткань, ну, какие-то необходимые штуки, там клей, я не знаю что, и буквально своими руками после рабочего дня они клеили дирижабли, вот своими руками эти, значит, оболочки, мечтая взлететь. Такой летучий корабль, это просто легенда. Потом Нобель, конечно, помог нам это все поставить на какие-то нормальные профессиональные рельсы, но самолеты все-таки вытеснили дирижабль, и в сознании народном дирижабль был вытеснен в область сказки. В этом отношении очень интересен фильм 1939 года «Золотой ключик», где вот этих итальянских кукол и папу Карло спасает летучий корабль, который прям как дирижабль плывет по воздуху, потом, не садясь на землю, останавливается, так зависает. С него спускают трап, и по трапу спускается советский полярник в меховой шапке, в унтах. Это все в солнечной Италии происходит. Солнце светит, все там в легких кофточках. Наш полярник спускается, отпихивает Карабаса-Барабаса в лужу. И всех, значит, деток забирает и спасает, прям как детей испанских коммунистов. Корабль поднимается, и куда же он плывет? Он уплывает в огромную книгу. Эта книга закрывается, и закрывается эта страница истории. И возвращается дирижабль только уже с экранов кинотеатров 40 лет спустя, когда повсюду гремит просто очень красивый фильм с звездным составом актеров. Там Шон Коннери, тогдашний агент 007, там Питер Финч. Из советских актеров там есть и Михалков, и Банионис, Юрий Висбор, Хмельницкий, кого там только нет. И во главе Клаудия Кардинали, звезда Голливуда. Я имею в виду фильм «Красная палатка» режиссера Михаила Колотозова, советско-итальянский фильм. В этом фильме были абсолютно настоящие аэропланы, ледоколы, дирижабли, а вот главную роль, которую играла Клаудия Кардинали, главная женская роль, была полностью выдуманной. И
как же этот миф о дирижабле трансформировался уже во второй половине 20 века, мы с вами можем поговорить в следующем ролике. А вас сегодня разбудил хор из фильма «Золотой ключик» 1939 года. До встречи. Подписывайтесь на канал. Парабонцы-бонцы, но чтоб мы не тосковали, будет класс о кардинале. Дамелями бьет, дамелями бьет,